Иногда вам нужно продать свою идею на работе. Например, это может быть начальник, это может быть заказчик, и это может быть другой отдел. Вы что-то придумали, но вас никто не слушает и не хочет делать то, что вы считаете будет очень полезным. Сейчас расскажу, как это сделать. Представьте себе, я прихожу к вам в дом и говорю: на следующей неделе я буду копать в вашем саду и проложу вам трубы. Размером они будут, допустим, 30 сантиметров в диаметре, и они будут идти по вашему саду прямо по всему периметру. И у вас будет еще новый кран вот здесь вот. Я тогда скажу: нафига мне это надо? Не хочу я ни новый кран. Еще вы мне перекопаете весь сад. Зачем мне это нужно? Я не хочу. Уйдите от меня, пожалуйста. Что вы тут напридумывали? Я уйду такая потом к себе в отдел, думаю: ну как же они не понимают? Но с этими же трубами у них будет новая чистая вода, у них будет проходимость правильная, и с краном-то ему будет удобно, и сбережение денег у них будет. Самое главное здесь рассказать, какую ценность несет ваша идея для вашего собеседника. Расскажем про вашего отдел, другой отдел. Например, бухгалтерия. Вы сделали классную программу, приходите в бухгалтерию, говорите: вы знаете, Елизавета Петровна, вот у нас там новая программа, и загрузили Елизавету Петровну огромным количеством технических терминов. Она считает себя глупой, ничего не понимает, у нее куча других задач, вы на нее наваливаете еще груз информации и проблем, для нее это считается проблемой. И она такая: уйдите отсюда, я не хочу, у меня есть мой Excel, я счастлива, не трогайте меня, пожалуйста. Вы обиделись, ушли, подумали, все бухгалтеры идиоты. Что нужно сделать? Подходите к Елизавете Петровне и говорите: вы знаете, я заметила, что вы тратите очень много времени, когда вы создаете отчеты. Например, вы делаете отчет сначала в Excel, вы потом его печатаете, потом его сверяете на бумаге, потом вы считаете на калькуляторе. Мне кажется, это занимает очень много вашего времени, и вы устали. Хотите, я вам помогу? Мы можем в нашей программе вам сделать кнопочку, и вот все, что вы это делаете, сделает за вас. Это будет просто, это будет легко, но вам это очень поможет экономить время и тратить время не на работу робота, а на что-то более интересное, полезное, делать быстрее, выше, сильнее и так далее на вашей работе. Елизавета Петровна такая: классная идея, слушайте, действительно, мне так тяжело, я так устала, боже мой, помогите, пожалуйста. Что сейчас произошло? Вы разговариваете с человеком другого отдела на его языке и о его проблемах. Ему не интересно, как это будет сделать. Это для вас важно. Для этого человека важно, какую проблему для него это решает. Вы не кладете груз проблем ответственности, чтобы разобраться в новой программе, на этого человека. Вы забираете проблему с плеч этого человека на себя и даете решение этой проблемы. Дальше продаем нашу идею заказчику. Что интересует заказчика? В первую очередь заказчика интересует рост бизнеса. Его бизнеса, естественно. Второе, его интересует решение его проблем, не ваших, его проблем. Если его проблемой является очередь из больших машин где-нибудь у него на складах, соответственно, если вы предлагаете ему решение проблемы очереди из машин, ему это интересно. Если вы предлагаете ему просто электронную очередь, он скажет: классно, наверное, может быть, когда-нибудь. При этом, возможно, он не знает, что у него очередь из машин, такое тоже случается. Не всегда люди, с которыми вы общаетесь со стороны заказчика, они знают все проблемы своего бизнеса. Очень часто проблемы бизнеса знают люди, которые сидят на местах, либо руководители отделов. Для них эти проблемы всегда очень насущные. Поэтому регулярно надо общаться не только с представителем самого топовым менеджментом какой-то компании, надо общаться и руководителями разных отделов, потому что они скажут действительно настоящие, насущные проблемы, где бизнес теряет время и деньги. Также они знают о целях бизнеса, с которыми очень классно синхронизироваться. Как продавать идею? Надо, во-первых, говорить на языке бизнеса и на языке его проблем и его задач. Например, можно прийти в лабораторию заказчика и сказать: давайте мы вам дадим таблетки, как они называются, планшеты. И будет вам счастье. Он такой: нафига нам планшет? Нам придется еще планшетами учить пользоваться? Не надо, у нас есть бумажки, нам нравятся бумажки. Как у нас получилось? Мы приходим в лабораторию и говорим: ребят, что хотите? Где у вас, что вас бесит? Каждый день вы прям это делаете, и это раздражает постоянно, какая-то мелочь, которая прям капает на нервы. Бесюн такой. И он говорит: знаешь, даже мы печатаем
эти вот документы, да, из Excel, кстати, да, любимого. Они печатают документы, они заполняют ручками, ходят от одного машины лабораторной до другой, и там пишут какие-то измерения. Потом они возвращаются с этими бумажками к компьютеру, потому что в лаборатории нету компьютера, и с бумажки они переписывают все эти данные уже в компьютер, в систему, и дальше уже пошла какая-то автоматизация. Это 2024 год, это Центральная Европа, как бы такое случается. Никто в этом не виноват. Как я говорю, очень часто IT не успевает за бизнесом, бизнес растет очень быстро, и по дороге не успеваешь просто все для людей делать. Бизнес без тебя сам не успевает все автоматизировать, покупать программы, переводить людей. Я поняла твою проблему. Это действительно огромная потеря вашего времени. Вы работаете как роботы, и вы действительно делаете очень классные штуки. Вы мешаете 400-тонные цистерны. Мы вам не распечатку Excel предложим, мы вам предлагаем следующее. Мы будем печатать лейблы, на которых будет номер данного там сэмпла или еще что-то, или заказа, неважно. И у вас будут планшеты, с которых вы можете баркоды считывать. Вы приходите к любому устройству, вы их считываете, вводите непосредственно сразу в систему с планшета, потому что у вас там нет компьютера. О, боже мой, можно же планшет использовать. И тогда все данные сразу в системе. Когда-нибудь потом дойдет автоматизация подключения всех уже лабораторных устройств. При этом хочу заметить, что компания не готова переходить на лабораторный продукт, где уже все эти штуки сделаны, потому что там есть свои очень специфические бизнес-процессы, и они не могут найти ничего стандартное, чтобы им было удобно. Поэтому компания использует кастомные продукты. Вот. На что ответ был: боже мой, вы мои герои, пожалуйста, сделайте. Я даже не знал, что такое возможно. Разница просто в использовании языка и фокуса внимания. С одной стороны, был первый случай фокус на технологии, которая, кроме вам, никому не интересна. Второй фокус внимания был уже на проблеме, которая существует у вашего заказчика. Следующее. Как мы продаем наши идеи уже вышестоящему руководству и особенно директорам. Что там самое важное? Самое важное – это деньги. Босс думает всегда, как растить бизнес. Мы разговариваем на языке босса. Мы говорим, как то, что мы придумали, неважно, что это, детали нам не нужны. Мы говорим, мы вам сэкономим X денег за Y период времени. И от этого у вас Z количество людей будут счастливы. Либо у вас на не то, что X денег сэкономится, у вас будет увеличение чего-то на какой-то объем. Босс такой: денежки, как мне интересно, конечно, мне интересно. А что вы хотите сделать, ребят? Да у нас там такое есть техническое маленькое решение, детали нам не нужны, там все просто. Мы просто сделаем вот это, вот это, вот это. Ребят, классно делаете, супер, молодцы, что придумали. Действительно, такая проблема есть. Молодцы, что вы сами до нее догадались. Вы мне действительно помогли. Делайте, реально круто. Зеленый свет, давайте. Потом отчитаемся и пиво вместе попьем. И самое главное в конце, что все становятся более счастливы на рабочем месте, потому что количество бесюнов уменьшается, есть люди, на кого можно действительно положиться, ты работаешь в команде, у тебя есть мотивация, это действительно классно. Спасибо. Задавайте внизу вопросы в комментариях, мне правда интересно, я думаю, о чем записать новые видео, потому что я рассказываю, как можно поженить, как можно объединить бизнес и IT. Обычно это очень сильно разделенные два разных мира. Я Дарья Полканена, спасибо. Подписывайтесь, лайкайте. Пока-пока.